нахожусь на своем рабочем месте, и одной из задач, которая сегодня мне предстояла, это помощь коллегам, которые находятся в Берлине. Мне необходимо составить такие мини-анкеты волонтеров, которые непосредственно приедут в Германию. И данные анкетки, они будут уже распределены, скажем, там, организациям, где они собираются жить, или же принимающим семьям, поскольку людям нужно знать, кто к ним приедет, какие у человека интересы, какие планы на будущее и тому подобное. Так вот, я составила такой небольшой лист кое-каких интересных фактов, что меня довольно-таки поразило. И сейчас вот очень хотела бы с вами поделиться своими наблюдениями. На самом деле я не очень люблю такую вот административную работу, но что поделать, это современные реалии, поэтому если вы работаете в некоммерческой организации, скажем, то, естественно, вам придется отчетность всю подавать, особенно если речь идет о грантах и каких-то других проектах. И вот, самое интересное, что девочка написала в предпочтениях, она сама из Мексики, и она написала, где хотела бы жить. Я хотела бы жить на юге Германии, поскольку слышала, что на севере очень холодная погода, а я все-таки родилась в городе, где тепло, жарко, боже, это было так умилительно, вы даже не представляете. Или, допустим, мальчик по имени Рикардо, которому 18 лет, он написал в мотивационном письме, что хотел бы помогать людям в проведении различных мероприятий и вообще хотел бы путешествовать и помогать всем, как Иисус. Это же просто поразительно узнавать, как живут другие люди, поскольку для меня, человека, который никогда не жил, скажем, с родителями, бабушкой в одном доме, например, вот сейчас я анализировала людей из Латинской Америки, и для меня все равно так странно, несмотря на то, что я знаю, что такие вот семьи — это норма в странах Латинской Америки, в Азии, но все равно я не могу привыкнуть, и меня вновь умиляет то, что люди живут такими большими группами, то есть там и бабушки, и дедушки, и тети, и дяди, и родители, и т.п. и т.д. Ну, мне кажется, это так весело, и, наверное, хотелось бы даже попробовать пожить в такой вот семье, поскольку я родилась в нуклеарной семье и на Крайнем Севере, и у меня такого опыта нет, но это классно же, да? Вы же согласны, да? Вот, потом дальше другой случай, это мальчик из Индии, фотографии я, конечно же, тоже видела, и он выглядит просто как звезда Болливуда, и на самом деле он занимается музыкой, и такой весьма артистичный человек. И дело в том, что его зовут Леонардо да Винчи. Я вначале подумала, что это шутка, и, знаете, мне кажется, у него большое будущее. Лично я с ним не знакома, но мне кажется, потенциал есть, особенно по тем характеристикам, которые он написал, так что желаю ему успехов. И, конечно же, самое такое вот, наверное, волнующее, чем я хотела бы поделиться, изучая вот анкеты ребят, которые присылают со всего мира буквально, со всех континентов, материков. Например, всем известно, что в Латинской Америке очень много грабежей происходит, не только на туристов, но и на местных жителей. И, знаете, немножко вот печально все же читать, когда на невинных людей нападают с оружием, калечат, конечно, не сильно, но все равно неприятно и оставляет отпечаток. В частности, такие истории, написанные ребятами при ответе на вопрос, что вас в жизни поразило больше всего, или какое национальное, международное событие, которое запало вам в память, причем в негативном смысле. Так что вот... Наверное, такие будут мнения у меня. Я такая радостная, мои бэйбики расцвели. Посмотрите, расцвели. Не знаю, можно ли так сказать о лучке, но этот лучок, он уже самый первый. И давно этот вот прям за выходные вымахал, а вот этот вот дал побег, наконец-то. Я столько времени ждала, вы не представляете, ура!
Когда сказала начальнику, что я пью по 5 чашек кофе в день, и та-тан, я пришла на рабочее место в понедельник и увидела кофеёк. Причем, что у нас есть кофе, который мы пьем, я не знаю какой, вкусно был, мы его варим. Плюс мне еще в Египте подарили вот такой вот кофе. Вот такой вот кофе, о боже мой, чему я вас учу, какой кошмар. И это кофе с этот кофе с Эфиопии. Боже мой, перезаписывать видео, какой позор. Ну ладно, ничего страшного. Прикольная вывеска, которую я вам, возможно, не показывала. Наверное, также вы не видели, как выглядит офис. Книжечки, конечно же, вы видели. И мои лычки вы тоже видели. Классно, да? Ну, в общем, рабочего дня хорошего всем желаю.